Шьем подкладку для сумочки Тесси. Для этого открываем сумочку и измеряем ее изнутри. Берем сантиметровую ленту, измеряем. У нас задняя и передняя стенка одинаковые, 24 сантиметра. И боковая стенка 5 сантиметров. Складываем вместе 24 плюс 5, получаем 29. И оставляем на припуске еще по 1 сантиметру с обоих сторон, получается 31 сантиметр. Теперь измеряем вот так сумку внутри. Здесь она у меня получается по размеру примерно тоже 29-30 сантиметров. 30 сантиметров. И оставляем на припуске по 1 сантиметру, получается 32 сантиметра. И теперь кроим квадратную деталь. Еще нам нужно измерить высоту одной стенки для кармашка. Высота стенки у меня 14 сантиметров. Ну и получается здесь 24, то есть кармашек не должен быть выше 14 сантиметров. Теперь пока сумочку откладываем. Теперь переносим эти мерки на ткань. Вот я скроила деталь 31 на 32 сантиметра. Прогладила ее утюгом. И деталь кармашка скроила высота 14 на 20 сантиметров. И здесь нам нужно сделать следующим образом. 2 раза складываем примерно по 7-8 миллиметров. Проутюживаем. Это будет верхняя часть кармашка. И затем слева, справа и снизу делаем один подгиб. Тоже примерно 7-8 миллиметров. И тоже проглаживаем утюгом. И вот наши детальки готовы. Теперь мы начинаем шить кармашка. Вначале нужно взять сам кармашек и вот эту верхнюю его часть, где мы 2 раза с вами подогнули, нужно прострочить. Готово, прострочила кармашек. Теперь вот наша деталь. Вот эта сторона длиннее, значит, это будет у нас высота сумки, а вот это у нас пойдет ширина сумки. Складываем в 2 раза. Вот так у нас она будет прошиваться. Но предварительно нам нужно пришить в нее кармашек. Для этого мы ее складываем вдоль вот так, определяем середину. Теперь берем наш готовый кармашек. Тут у меня уже есть линии подгибов. Прикладываю карман к сумочке. Вот так. Тоже здесь нужно определить у кармашка, где середина. Складываем кармашек 2 раза. И вот эти 2 серединки прикладываем вместе друг к другу. Здесь сверху оставьте примерно 2 сантиметра на подгиб и 1 сантиметр, чтобы кармашек был немножко ниже уровня края сумки. Вот так прикладываем. Берем иголочки и подкалываем с 4 сторон. И все остальные стороны то же самое. Итак, я вот так приложила. Теперь нужно прострочить по самому краешку, буквально 2 миллиметра от края. Затем сделать шаг внутрь на 5-6 миллиметров и прострочить еще раз. Итак, вот я сделала, прострочила. Сделала 2 строчки. И кармашек готов. Теперь складываем эту деталь пополам. И шьем с этой стороны 1 сантиметр. Припуск оставляем. И с этой стороны тоже 1 сантиметр. Готово. Прострочили с этой стороны и с этой стороны. Теперь складываем деталь вот таким образом, чтобы вот эти 2 стороны соприкасались. Складываем и выделяем здесь уголки.
И вот здесь на уголках, вы помните, у нас боковая сторона была 5 сантиметров шириной. Поэтому здесь нам нужно отстрочить 5 сантиметров с одной стороны и с другой стороны тоже 5 сантиметров. Отстрочила уголки. И теперь можно примерить подкладку в сумку. Ставим нашу сумочку. Берем подкладочку и вкладываем ее внутрь сумки. И вот так наша подкладка выглядит внутри сумки. Теперь здесь нужно отогнуть 1 сантиметр. Желательно прогладить утюгом и прострочить. Вот так отгинаем 1 сантиметр или даже чуть поменьше. И полностью по кругу прошиваем. Итак, вот подкладочка готова. Вставляем ее в сумку. Открываем нашу сумочку. Ставим ее. Берем подкладку. Смотрим, чтобы кармашек находился со стороны задней панели сумки. И вставляем подкладку в сумочку. Вот так. Теперь берем иголочки. И находим, здесь у нас кармашек должен находиться ровно посередине. Вот этот шовчик тоже должен находиться ровно посередине. Приставляем. И закалываем иголочками с 4 сторон. То же самое подкалываем иголочками с этих 2 сторон. Итак, закрепила подкладку иголочками. И теперь пришиваем вручную. Берем нитку, иголку, делаем двойную ниточку и начинаем с от любой иголочки начинаем шить. Желательно здесь, чтобы высота везде была одинаковая, чтобы не было где-то ниже, где-то выше. Везде должно быть одинаково. Вначале закрепляем нитку где-нибудь под подкладкой. Затем пришиваем один стежок маленький через край подкладки. Теперь делаем один стежок через сумочку. Продолжаем. Делаем один стежок через край подкладки. И один стежок через сумочку. Теперь можно уже дальше делать сразу 2 стежка. Один через подкладку и один через сумочку. И так продолжаем шить. Здесь, видите, у меня совпадает линия подкладки с линией вот этих полосочек на одном уровне. Сразу 2 стежка сделали, 1, 2. И так продолжаем шить. Здесь выравниваем, постоянно выравниваем, чтобы не было у нас каких-то загибов вот таких.
Все должно идти равномерно. Итак, продолжаем шить по участкам. Дошиваем до этого участка, иголочку убираем. Затем шьем этот участок, иголочку убираем и так далее по кругу. Всю сумочку обшиваем. Закончила пришивать подкладочку. Так она у нас выглядит внутри сумки. И вот наша сумочка готова. Еще раз посмотрим внутри. Когда открываешь, то все выглядит очень аккуратно.